Привет! Продолжаем вязать сарафанчик для куклы Розали. Я уже связала две такие одинаковые части. Это у меня вперед и спинка сарафана. И дальше я соединяю эти две части и буду вязать юбку по кругу. Этой нитью я буду продолжать вязание, а хвостик на другой части пока можно не обрезать. Он потом еще пригодится. Я, правда, уже его обрезала, но ничего, возьму другую ниточку. Вставляю крючок в петлю на одной части и буду вязать 15 ряд. Делаю соединительный столбик во вторую воздушную петлю на другой части сарафана. Делаю 2 воздушные петли и вяжу 143 столбика с накидом за заднюю полупетлю. Я уже провязала 71 столбик с накидом и 72 столбик вяжу во вторую воздушную петлю. И продолжаю вязать дальше. Я уже провязала 143 столбика с накидом и делаю соединительный столбик во вторую воздушную петлю. И дальше с 16 по 22 ряд я делаю 2 воздушные петли, вяжу 143 столбика с накидом за заднюю полупетлю и делаю в конце соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Я уже закончила вязать 22 ряд, и дальше край сарафанчика буду обвязывать рачьим шагом. То есть буду вязать столбики без накида, не влево, а вправо. Делаю воздушную петлю, ввожу крючок в последнюю петлю, за 2 полупетли, захватываю нить и провязываю их вместе. Затем ввожу крючок перед последнюю петлю, захватываю нить и провязываю их вместе. И так далее вяжу по кругу. У меня не всегда получалось красиво и ровно провязывать таким способом, но после тренировок все получилось. Так что надеюсь, и у вас получится. А если не получается, можете не обвязывать. Или обвязать, например, обычными столбиками без накида. Я заметила, что красиво тогда, когда та петля, которую я вытянула, находится с левой стороны. Тогда они так красиво перекручиваются.
И еще после провязывания столбика я немножко подтягиваю его вправо, чтобы он не заходил на предыдущий столбик. Вот так. Провязала столбик и подтянула его вправо. Я довязала до конца. И теперь нить вытягиваю, оставляю длинный хвостик для того, чтобы пришить сюда голубую рюш, которая будет торчать из-под низа сарафанчика. Обрезаю ее. Это пока откладываю и буду вязать рюш. Для этого я беру голубую пряжу, делаю 144 воздушные петли, 1, 2, 3. Я уже набрала. И теперь делаю один соединительный столбик в первую петлю. Старайтесь ничего не перекрутить. И во втором ряду я делаю 3 воздушные петли. И 143 раза провязываю в одну петлю по 2 столбика с 2 накидами. Делаю 2 накида, вяжу столбик, затем туда же еще один столбик с 2 накидами. И теперь вяжу 142 раза по 2 столбика с 2 накидами в одну петлю. Я уже провязала. И теперь нить вытягиваю, обрезаю. Вставляю хвостик в иглу. Соединяю последний и первый столбик. И закрепляю хвостики узлами с изнаночной стороны. И затем я пришиваю эту рюш к низу сарафана. Вот этим хвостиком, который я оставляла. Это у меня лицевая сторона. И рюш смотрит на меня тоже лицевой стороной. Затем я смотрю на изнанку. И буду пришивать вот эти петельки к петлям на сарафане, которые находятся сразу под рачьим шагом. Вот они. То есть каждую верхушку столбика с накидом я пришиваю каждой воздушной петли вот этой цепочки, которую я набирала с начала вязания рюши. Вот столбик, верхушка его и воздушная петля. И таким образом пришиваю по кругу.
Продолжу я вязание в следующем видео. Благодарю за просмотры и за то, что ставите лайки и оставляете комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. И встретимся в следующем видео. Пока!